Блокировка — это даже хорошо. Полный игнор — это как смерть, это последняя стадия. Рано или поздно человек обязательно покажет свое свиное рыло. А нужно ли это вам? Любая блокировка — это еще не конец, и это может быть только начало, потому что когда человек вас блокирует, и при этом бывает так, что он как бы показательно блокирует, заблокировала девушка парня и смотрит, да, пытается ли он блокировку преодолеть или нет. Вот смотрите, в чем разница. Есть блокировка, а есть игнор, есть полное безразличие. Вот когда игнор возникает, когда человек вам полностью эмоционально остывает, когда человек уже просто, ну, не видит вас в своей жизни абсолютно. Вот это самая последняя стадия. И по большому счету ее нужно бояться. Это показатель во внутреннего эмоционального состояния отношения к вам. Делали эксперимент однажды ученые, психологи. 3 клетки было. И там были одинаковые крысы. И потом в течение, по-моему, 2-3 недель они делали следующие вещи. Вот клетка номер 1, они с ними разговаривали, да, они там смеялись с ними, музыку приятную включали, кормили их хорошо, там все. Со второй клеткой они относились по-другому. Выключали свет, кричали, били эту клетку, кормили редко, чем попало. С третьей клеткой они общались вообще по-другому. Они просто молча приходили, ставили еду и молча уходили. И спустя этот период времени они сделали такие замеры физиологические, заметили, что в первой клетке были самые высокие показатели жизнеустойчивости и так далее. Во второй клетке тоже были какие-то жизненные показатели, да, ниже, конечно, но они были. Но хуже всего было дело с третьей клеткой, потому что полный игнор — это как смерть. И вот эти крысы, они были еле живые, эмоционально, там, физиологически. И это такой простой эксперимент, который показывает, что больше всего, на самом деле, мы боимся полного безразличия, такой холодности, когда уже все равно на тебя, этому человеку. Когда ты что-то осознал, когда ты хочешь восполнить что-то, а на тебя смотрят как на чужого человека, и ничего тебе уже не надо. Общение, например, матери с ребенком. Когда у вас есть доверительные отношения с ребенком, когда есть какие-то позитивные моменты, и ребенок к вам открывается, ребенок вас слышит, он вам о чем-то доверительном рассказывает. Но часто бывает, да, что какой-то, вот, особенно подростковый период, когда ребенок, он закрывается эмоционально, там, и все прочее, и начинаются какие-то склоки, раздоры, критика, ругань, сбегание из дома. И вот это вот самая такая ситуация, когда ребенок уходит и хлопает дверью. Говорит: "Я уйду из дома", да. Это своего рода блокировка. Вас блокируют. Вам дают понять, что вам не нужно лезть туда, куда вас не просят. То есть человек вам показывает, что ты нарушаешь какие-то его личные важные ценные для него границы, и он не готов, не хочет, неважно, это честно, нечестно, справедливо, несправедливо, но как есть. Он не хочет того, чтобы ты нарушал его какое-то внутреннее пространство. Но есть возможность о чем-то договориться. С этим ребенком можно еще что-то решить. Изменить свое поведение, как-то, ну, как-то поддержать, как-то понять, не просто критиковать, но и представлять, что он происходит, себя, может быть, вспомнить, да. Но вот когда ребенок уже и дверью не хлопает, и говорит: "Да, мама, папа, да, конечно, я вас люблю, все хорошо", но вы теряете полностью контакт. Ребенок уже на вас с полным безразличием смотрит, ему от вас ничего не нужно. Ни добра, ни зла. Он уже автономно от вас отделился эмоционально. Да, он понимает, что физически он еще должен здесь жить, чем-то он там, в чем-то зависит от вас, и он будет выполнять то, что от него требуется, но это, знаете, это будет нечто чужое, холодное. Вот это последняя стадия. Уже на этой стадии практически, ну, невозможно уже вернуть все. И в отношениях та же самая история. Если вас блокируют, это означает, что это первое такое китайское предупреждение. Вам говорят о том, что ты лезешь туда, куда там, я не готов, я не готова, мне туда не надо. Например, парень с девушкой начали отношения, и у парня, например, планы такие, что ну, будем жить сами по себе какое-то время, я своими делами занимаюсь, ты своими, будем встречаться на нейтральной территории, может быть, иногда у меня, иногда у тебя.
И вот так он месяц-два, а девушка хочет быстрее, да, ну, девушка стремится к сближению, а он чё что говорит: "У меня мама там, у меня там дела, работа, друзья". То есть, у парня есть какой-то свой круг, да, своя внутренняя территория, с которой он не готов расставаться. Ну, так вот он устроен. Правильно, неправильно, вот как есть. И когда девушка начинает, ну, пытаться эту его территорию разрушить внутреннюю, ставить ее под сомнение, он делает блокировку, он ее блокирует. Блокировка в этом случае всегда означает, что одумайся, исправь свое поведение, услышь меня, и когда ты будешь, ну, более осознанная, давай с тобой потом поговорим. При этом он может пойти на какие-то там встречные шаги, то есть какие-то компромиссы могут быть найдены здесь. Например, я не буду там каждые выходные с друзьями, буду теперь, например, через выходные с тобой встречаться. Может быть, какой-то такой будет компромисс. Опять же, если это вам подойдет. Вы вот в этом должны находить точки сближения, точки роста ваших отношений. Поэтому блокировка – это даже хорошо. Это означает, что ты немножечко либо торопишь события, либо идешь не в ту сторону, либо вообще тебе с ними нужно ничего делать, да, ну, услышать эти звоночки заранее. Но когда вы пытаетесь вот в эти игры заигрываться, когда вы начинаете, вот он меня заблокировал, а я его тоже заблокирую, вот он так на меня, то получается, что вам говорят: услышь меня, а вы говорите: а мне плевать на то, что ты хочешь, чтобы я тебя услышал или услышала, ты меня давай услышь, а иначе не будет по-моему, да. Вот начинаются взаимные такие блокировки. То, конечно, это уже, знаете, деструктив полный. Зачем вы этим занимаетесь, если вы не готовы этого человека принимать таким, какой он есть, вот со своими такими тараканами, своими скелетами в шкафах, открывающимися для вас событиями, с которыми вы раньше не были знакомы. Вот он, человек себя показывает, вы видите, что вам этот человек не подходит, вы пытаетесь его сломать. И эта ломка, она, ну, не придет к ничему хорошему, только будет ожесточение и так далее. И поэтому, когда вот я говорю о том, что блокировка – это не значит безразличие, некоторые за это цепляются, как, знаете, за какую-то мантру спасительную. А значит, он меня любит, значит, мне есть смысл еще ждать, когда он меня разблокирует. Нет, вам нет смысла ждать, пока он вас разблокирует, вам есть смысл подумать, а нужно ли это вам. Вас это устраивает. Вот он вас заблокировал для того, чтобы отстоять какую-то свою позицию. Вам эта позиция, лично вам, она близка или нет? Если вы рассчитываете, что вы сможете сломать его позицию чем-то там, наездом, встречным игнором, или же переубеждая его в чем-то, да, пытаясь как бы поймать на чем-то его, да, то ну, не получится ничего. Вы какое-то, может, время сможете этим как бы вертеть, но рано или поздно все равно человек, понимаете? Как великий классик писал, по-моему, Антон Павлович Чехов, что рано или поздно человек обязательно покажет свое свиное рыло. И радуйтесь, что это свиное рыло вам показали уже сейчас, а не когда у вас там 3 детей и 5 лет, 10 лет там совместная жизнь, когда уже, говорится, имущество общее и куда деваться с подводной лодки. Так что блокировки – это такие пристрелочные вещи для обтирки, для понимания. Конечно, люди осознанные, люди зрелые, взрослые, они как бы без блокировок обходятся, они просто об этом могут поговорить, рассчитывая на взаимопонимание. Вот примерно так я хотел бы ответить на этот наболевший злободневный вопрос.